Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам о Xiaomi Mix Fold 2. Чем этот смартфон интересен, чем он лучше, чем тот же, допустим, Vivo X Fold Plus. И, наверное, вот сейчас я расскажу, чем все-таки он удобнее или неудобнее, чем раскладушки от того же Oppo Find N2. На эти смартфоны уже были тоже обзоры на канале, они мне понравились, поэтому я их и купил, поэтому вам о них рассказал. Если говорить о преимуществах данного аппарата, в первую очередь это самая тонкая смартфон-книжка, которая продается на рынке. Мы не берем в расчет Huawei, потому что у них всего один экран, здесь экрана два. Если говорить, опять же, о том же Huawei, посмотрите наш ритейл, он просто завален уже этим XS2. Почему? Потому что их пропиарили, а люди все равно не покупают. Напоминаю, что Google сервисы решают. Либо вы на iOS-системе сидите, Huawei и Honor, в моем понимании, вот сколько я им не пользовался, это всегда какие-то проблемы. Когда ты покупаешь флагманы, особенно подобного типа, имеешь проблемы, тебе особенно неприятно. Если говорить Vivo, у них танцы с бубном в плане концерна. То есть у нас BBK сейчас блочит китайские смартфоны Realme и китайские смартфоны последние, которые они сейчас продают от OnePlus. Это все концерн BBK. Насколько удачно их разблокировать можно, вы почитаете много веток форумов. Люди уже некоторые по 2 раза в сервис-центр ходили, поэтому когда вы приобретаете какой-то аппарат за $2000, а потом вам нужно будет бежать в сервис-центр, если вдруг у Vivo начнут блокировать также звонки, это отдельная история о Ромео и Джульетте. И если говорить про Mi Mix Fold 2. В чем его плюс? Плюс в том, что он довольно легко открывается. Плюс в том, что в принципе они доработали ПО. И, разумеется, это MIUI отдельно для фолдов. Если говорить о эргономике, это вау. Почему? Потому что вам даже чехол сразу в комплекте предлагается. Вам не нужно бежать покупать. Вот здесь все продумано. Любое положение вас, в принципе, устроит. На лайв-канале я уже гонял данный смартфон в Apex, в онлайне на Твиче. Он вывез, притом на большом экране. Мне это понравилось. Из плюсов. В первую очередь это габариты, из минусов это автономность и стабильность системы, потому что тот же 3D Mark мне пришлось проходить в морозилке, в принципе, как у всех аппаратов. Если говорить о заметности вот этой вот штуковины под названием огромный экран, я вам скажу так, как мне пишут все: Саня, ты не понимаешь, это чтобы серфить в интернете. Да, я не понимаю, потому что если вы приобретаете подобное устройство, чтобы серфить в интернете, вопрос не, а почему не купить тогда планшет, потому что вот эта вот штука, которую вы, возможно, не видите, она видна на всех устройствах, даже на Vivo, на которых она менее видна. И особенно она ощущается, вот эта складка. Она раздражает. Я не знаю, сколько нужно себя убеждать в том, что она вас не раздражает, но кто-то себя убеждает удачно. Почему? Потому что на этом формате довольно неприятно смотреть видео. Вы увидите вариант развития, опять же, в ролике. Неудобно играть, разумеется, и по большому счету вам остается только читать какие-то книжки, но здесь нет плотности пикселей в 500 ppi ни там, ни там. А я считаю, для книжек нужно минимум 500 ppi. И здесь, помимо этого, нету великой ужасной пропорции в играх. Да, вы можете игру сделать растянутой на экран, так что вы будете видеть только ограниченный угол с одной стороны, с другой стороны она может быть у вас кусочком. Спойлерну сразу, девайс за свои деньги, наверное, классный. Те, кто планирует покупать фолды или флипы, вот это Oppo Find N2 Flip, самый волшебный флип, который я видел с той точки зрения, что вот здесь и правда очень-очень-очень минимальное ощущение того, что смартфон сгибаемый, складываемый. Это не призыв к покупать, это призыв к тому, что если вы собираетесь приобретать подобные смарты, разумеется, смотрите обзоры, разумеется, оценивайте для себя, готовы ли вы их покупать, потому что всегда вот эти штуки стоят дороже флагманов, но дают меньше, что по камерам, что по стабильности, что по железу. И всегда необходимо сходить в магазин и посмотреть вот эту складку. Потому что я на складные смартфоны смотрел год. Потом посмотрел рекламный обзор на вот эту штуку, купил несколько себе фолдов и флипов. Потому что подумал, что мне сказали, что там вообще ничего не заметно. Заметно все. К сожалению или к счастью. Смотрим. И основная камера от Xiaomi, основная камера от iPhone 14 Pro Max. Всем, кто хочет мне написать: Саня, чего ты сравниваешь устройство, которое фактически является идеалом по съемке лично для тебя, Xiaomi, у которого старый сенсор. А вы присмотритесь, если откинуть все мои слова и слова блогеров, которые там пиарили Huawei или пиарят Vivo, по большому счету на 99% экранов, у которых там плотность пикселей по 400 ppi, не такая супер цветопередача, у вас же не у всех флагманы по 70 тысяч и не у всех монтажные мониторы. Вот эта картинка будет плюс-минус те же тапки, только в профиль. Я скину, разумеется, исходники входа в свой Telegram личный, но к чему это все? Это не лояльность, это объективность. У Xiaomi
всегда очень классная оптимизация. 1000 раз повторяю, что по поводу видео, начиная с Xiaomi 11s, даже в бюджетных смартфонах у Xiaomi, мне нравится, как они снимают. Это картинка, которую можно ставить в YouTube, для того, чтобы у вас ролики заходили, залетали в ВК. То есть это картинка, которая меня бы удовлетворила по съемке за маленький прайс. Понятно, что Xiaomi значительно дороже, чем Яблоко, потому что это книжка. И понятно, что вы скажете, ну а почему не сравнивать с чем-то другим? Ну потому что стоимость у Xiaomi выше, значит она в чем-то должна быть лучше, кроме книжки. Если нет, то вы вот об этом узнаете в ролике и сможете сделать какие-то выводы. То есть, по большому счету, мое мнение, вот сейчас прям сразу, вы переплачиваете исключительно за функционал книжки. Не за железо какое-то, не за особые камеры, не за защиту от влаги, которой здесь нет, а только за вот эту вот штучку, чтобы серфить в интернете. И фронтальная камера. Разумеется, напоминаю тем, кто не смотрит мой канал, не забудьте подписаться и не забудьте обратить внимание, что структура обзоров у меня на флагманы всегда одна. То есть сначала это вход, потом это сравнение с чего-то, с чем-то, и потом уже идет основной обзор. Это распаковка плюс синтетические тесты, в конце я резюмирую. То, что я вставляю примеры видео, лично мое мнение, опять же, сфотографировать можно по-разному. Примеры фотографий я, разумеется, скидываю, я знаю, как это делаю, для того, чтобы что-то казалось вау. Если говорить, опять же, о яблоках, на которые снимаются сейчас с фронталки в 4К 60 FPS и 1080p 60 FPS от Xiaomi, то вы должны понимать, что пусть, допустим, у Яблока хуже фото, зато при выгрузке в запрещенные сети или в тот же Telegram она выигрывает. Как, почему? То есть многие будут говорить, что там меньше сжатия, потому что сам по себе файл имеет меньше информации. Это другая история. Вопрос, для чего вы будете снимать. Если вы будете снимать для выставки, вам ни Xiaomi, ни Huawei, ни что-то другое не поможет. Вам нужна зеркалка, правильно? Либо беззеркальный профессиональный аппарат, фотоаппарат с хорошей оптикой. Если вы снимаете как home-видео, вам хватит мыльницы за 15 тысяч рублей за глаза и за уши. Любой смарт, главное хороший свет. А если вы снимаете уже контент, то здесь вопрос дня. GoPro вам приобрести, либо что-то из яблочного, потому что у него лучше автофокус, или что-то из объемного, из Huawei, или что-то из лоу-коста дешевых смартфонов от Xiaomi, которые неплохо снимают, еще раз повторяюсь, видео. Потому что фото, море просто форумов, море телеграм-каналов, которые обсуждают, как накатить на те или иные устройства Gcam, как, допустим, на Xiaomi накатить какую-то программу, чтобы при выгрузке на YouTube или при рендере, или вообще при выгрузке видео в принципе на компьютер, она у вас не фризила. То есть вполне возможно, вы сейчас будете видеть фризы в ролике на камере Xiaomi, но это не значит, что Xiaomi плохо снимает. Просто у них кодировка такая, что после рендера, либо вы перерендериваете эти видео, может быть я буду перерендеривать, я пока не знаю. Либо, если вы не перерендериваете, а просто закидываете это дело в проект и выгружаете, получается фриза. Не у всех смартфонов Xiaomi, но у многих. Вот такая длительная фронталка у нас получилась, но я думаю, что как раз вы смогли для себя оценить, нужна ли она вам в принципе. А так снимать себя, конечно, удобно. Есть еще у Vivo, напоминаю, телесуфлера, когда ты можешь смотреть и читать параллельно. Вход и выход от себя всегда говорю, структуру, разумеется, готовлю. Так что запомнил об этом смартфоне, то вы и услышали. 4К 60 FPS и это эпичная битва 14 Pro Max против Mi Mix Fold 2, и при том, что я считаю, что и тот, и другой смартфон максимально достойно снимает. Если брать по цветопередаче, то, наверное, я даже не знаю, что лучше. Почему? Потому что, нет, наверное, деталей все-таки у 14 Pro Max 4К 60 FPS больше, если посмотреть на шпиль. С другой стороны, Xiaomi вытягивает, вот посмотрите, напрямую мы видим шпиль. У Xiaomi вы видите его полностью, у Яблока нет. И Яблоко меньше кропает, кстати. По желтому человеку слева видно хорошо. И по, получается, байдарке справа. Давайте подвижемся чуть-чуть. Да, Xiaomi стабилизация хороша, но только относительно Vivo Fold X Plus, а относительно Яблока нет. Ну, интересно на экранах посмотреть, исходники поскидываю, свой телеграм-канал посмотрите. Ну и как говорится, куда же без фронталок. Вот она, фронталка Яблока 4К 60 FPS, фронталка Xiaomi 1080p 60 FPS.
Да, все видно, видите, по облакам? И по солнцу. Вот там солнце у Xiaomi, если что. По стабу та же история. 4К 60 FPS, iPhone 14 Pro Max и Mi Mix Fold 2. Съемка с двух рук. И вы можете оценить, насколько, конечно, хорошо в движении или нет яблоко снимает. По огням, по объектам. Хотя, с другой стороны, у яблока, мне кажется, хуже стаб, но опять же нужно будет смотреть потом в большом экране, ну и в принципе перед рендером. Вот так все снимает ночью движение. Максимально противное место, много неоновых вывесок, много звука, много шума. Все темно, и вы видите, сколько шумов на Xiaomi и как мало на яблоке. Не будем о грустном, как снимает, так снимает. Для примера достаточно. Вот, кстати, как снимает iPhone. По большому счету, вроде бы можем предположить, что идентично, но это не так. Потому что смотрите, огни как сливаются у Xiaomi. И что пытается вытянуть из этой картинки яблоко. И в целом вытягивает. Хотя ночь точно не хороша для съемки для кого угодно. Те же условия, фронталка. У Xiaomi все шумит, у яблока шумит, но меньше. И в принципе этого достаточно. Распаковка. Поставляется данная модель в черной упаковке из плотного картона. Выглядит она презентабельно. На ней есть название и краткие характеристики модели. Пакинг отличный. В комплекте мы имеем сам смартфон с защитной пленкой на внешнем экране, блок питания на скромные 67 Вт с китайской вилкой и один разъем USB-A на этом блоке. Кабель для зарядки с USB-A на Type-C, краткое руководство, ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты. Также в комплекте мы имеем переходник с Type-C на мини-джек на 3,5 мм, спасибо, подумали о нас. И чехол, плюс мини-бампер на второй экран. Но этот мини-бампер, я вам скажу, начинает отклеиваться где-то через дня 3. А вот основной чехол классный. Весит Xiaomi Mi Mix Fold 2 262 грамма, а его габариты в открытом состоянии 161 на 144 на 5,4 мм. В сложенном состоянии 161 на 73 на 11,2 мм. Смартфон очень тонкий и легкий, что является несомненным плюсом. Розыгрыши моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Подписывайтесь на YouTube с колоколом, пишите в комментах, что еще купить на обзор. Продолжим о смартфоне. В продаже есть серая и золотая расцветка данной модели. Xiaomi Mix Fold 2 выглядит по мне аккуратно. Дизайн мне понравился. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамка алюминиевая. Сборка отличная, как и качество материалов. Шарнир с технологией микрокапли без каких-либо надписей или логотипов с внешней стороны выполнен из сплава MIM, а две шарнирные пластины из углеродного волокна, что хорошо. Ход шарнира хороший, открыть одной рукой можно без проблем. В закрытом виде щель между экранами минимальная. Минус у данной модели в том, что промежуточного положения как такового нет, нужно фиксировать через чехол, там есть определенная подставка. Смартфон либо открыт, либо закрыт, так как нам заявляют многие обзорщики, по факту смартфон спокойно держит под 90 градусов, в принципе, без чехла. Конечно, это не так хорошо, как, к примеру, у Vivo X Fold Plus, но все же он держит. В руке смартфон лежит удобно, как в закрытом, так и в открытом виде, но одной рукой пользоваться не совсем им удобно, что очевидно. Далее на корпусе расположили кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, что, конечно, не идет в ногу с новыми технологиями и стоимостью данного девайса, но лучше, чем у Vivo X Fold Plus, где есть два сканера отпечатков пальцев в экранах, которые без танцев с бубном не работают. Вы выберите какой, рабочий в кнопке или нерабочий в экране. Далее на корпусе есть качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C OTG версии 2.0, что означает медленную передачу данных по кабелю. Хотя у меня по ощущениям и по тестам Type-C-шник был версии 3.0. И тут непонятно, кому верить, тестам или рекламе. Также мы имеем микрофоны и стереодинамики. Звучание настроено совместно с Harman Kardon, имеется сертификация HRS Audio и HRS Audio Wireless. Ко всему есть Dolby Atmos. По звучанию смартфон показал себя отлично,
отлично, но, как по мне, низких частот слегка не хватает. В настройках можно найти предустановки звука и даже кастомный эквалайзер. Вибромоторчик неплохой, настроить силу вибрации можно. И капорт в наличии, а вот мини-джек отсутствует, зато есть, напоминаю, переходник прямо в комплекте. Если говорить об официально заявленной защите от влаги, у Xiaomi Mix Fold 2 ее нет. Летим дальше. Смартфон оснащен двумя дисплеями. Внутренний экран смартфона Eco OLED LTPO версии 2.0 без поляризации на 8,2 дюйма с разрешением 2160 на 1914 пикселей со сверхпрочным стеклом UTG и соотношением экрана 4 к 3,55. Из-за такого соотношения экрана в играх угол обзора меньше, в отличие от экранов с 21 к 9. В приложении для просмотра видео, к примеру, в том же YouTube, будут отображаться полосы наверху и внизу. В любом случае, в настройках можно выбрать соотношение экрана 3 к 4 или 16 к 9. Хотя зачем вам тогда такой экран? Пиковая яркость 1300 нит, чего хватает для использования на солнце, но запаса нет. Плотность пикселей 360 ppi, рамки у внутреннего экрана есть, но они минимальные, если, конечно, не брать во внимание бортики. Складка в месте изгиба заметная, в основном под углом, тактильно практически не ощущается. Но ощущается она все равно больше, чем у Vivo, и все равно ощущается. Далее, внешний экран AMOLED E5, не самый последний, как вы понимаете, на 6,56 дюйма с разрешением 2520 на 1080 пикселей и стеклом Corning Gorilla Glass Victus и соотношением экрана 21 к 9. Цветовая гамма DCI-P3, контрастность 8 миллионов к 1, как и у внутреннего. Пиковая яркость 1400 нит. Отмечу, что несмотря на то, что я говорю об отсутствии запаса яркости, это не означает, что пользоваться смартфоном в солнечный день невозможно. Это означает, что по сравнению с топовыми экранами, у которых от 1800 нит и выше, в данной модели яркости просто меньше. У обоих экранов есть поддержка технологии Dolby Vision, HDR10+, а также частота обновления экрана максимум 120 Гц, на выбор также есть 60 Гц и авторежим. Тест на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране, не особо хороший, но лучше, чем у Vivo, по мне. В плане шима здесь все хорошо, как у внутреннего, так и у внешнего экрана, хотя у внутреннего на средних значениях яркости шим, конечно, местами зашкаливает. Но это смотря как смотреть, на минимальные и на максимальные все в порядке. Полноценный Always On дисплей на борту, автояркость отрабатывает корректно, мультитач на 10 касаний, внешний экран откликается, внутренний тоже. Что касается многозадачности с внутренним экраном, то в данном смартфоне это дело реализовано не самым лучшим образом, можно разделять экран на две части или открывать одно приложение поверх другого. Постепенно они что-то допиливают, но пока не дошли до уровня, допустим, тех же Samsung или Vivo. Цветопередача у обоих экранов хорошая, настроить цветовой профиль возможность есть. Разблокировать смартфон можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и распознавания лица. И возвращаясь к экранам, хочу отметить, что у Xiaomi, в отличие от, допустим, тех же Samsung, внешний экран рабочий, он довольно широкий, удобный и стандартный для смартфона. Да, у него большие рамки, но пользоваться им удобнее, чем тем же Fold'ом от Samsung. Можете сходить в магазин и посмотреть, они узенькие. Сканер отпечатков пальцев работает довольно шустро и быстро и корректно. Завести можно до 5 отпечатков пальцев, правда, один и тот же палец завести можно. Распознавание лица срабатывает быстро, даже под углом, но сразу отмечу, что на внутреннем экране нет фронтальной камеры. Значит, разблокировать его можно будет только отпечатком пальца, либо стандартными способами. Внести биометрические данные можно до 2 лиц, одно и то же лицо можно завести 2 раза. Далее. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Напоминаю, что он не последний Gen 2, и он волшебен. Этот с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,2 ГГц. Графический процессор Adreno 730, интерфейс MIUI Fold 14 на базе Android 13 версии. Русского языка, как вы уже поняли, на борту нет. Можно перевести сторонними приложениями, но я этого не делаю, мне хватает и так. Google Play становится без проблем, оболочка не до конца по мне оптимизирована, так как в некоторых приложениях, если их открывать на внутреннем экране, будут черные полосы. Но сам интерфейс не фризит, из приложения оболочка не вылетает и работает довольно шустро она. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор только 12 ГБ. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 256, 512 или 1 ТБ. Имеется поддержка Wi-Fi 6E серии, поддержка 5G сетей, что для нас не особо актуально. Для 4G сети 7 и 20 бенд имеется. Связь смартфон ловит отлично, звучание во время разговора хорошее, микрофоны, как и датчик приближения, отрабатывают отлично. Bluetooth предпоследней версии 5.2, NFC смартфон, разумеется, поддерживает, и MirPay встает без проблем. GPS-тест в городских условиях показывает точность 3 метра, что неудивительно и стандартно для Qualcomm. Емкость аккумулятора 4500 мАч. В PC-марке для внешнего экрана смартфон выдает 7 часов 46 минут. Для внутреннего 5 часов 14 минут. Результат средний, но на 100% заряда однозначно хватает его до день использования. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 67
Вт, заряжается от 0 до сотки он у меня за 47 минут. За час видео просмотра на YouTube по Wi-Fi улетает при 100% яркости в среднем 9% заряда. За час игры в играх при одновременном стриминге в Твиче, тест вы можете посмотреть на лайв-канале, уходит 25%. Genshin Impact запускается за 19 секунд. В играх смартфон показал себя неплохо. Но опять же только на внешнем экране. Внутренний экран это более либо играть в какой-нибудь шутер, вид сверху, либо стратегия. Потому что экшен это боль. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест я прогонял на 100 потоках при 30 минутах. Смартфон выдал 325 гипсов. Минимально, максимально 413, в среднем 367. В Geekbench 5 в сингл-коре 1330, в мультикоре 4155. 3D Mark показал Wildlife Maximum, Wildlife Extreme 2802, Wildlife Extreme Stress Test 2800, Slingshot Extreme и Slingshot на максимуме. В Antutu выдал результат в 1 миллион 38 тысяч попугаев. Storage тест показал хорошие 75 тысяч. 45-минутный стресс-тест, как он прошел, вы можете наблюдать на экране. Результат не лучший. И напоминаю, что все эти 3D-марки он проходил, к сожалению, для нас и для меня и для вас, только в морозилке. Перегревается он. Результаты теста искусственного интеллекта 3 миллиона 141 тысяча. И дальше самое интересное. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров. Над камерами Xiaomi работала совместно с Leica, что стандартно. Старенький сенсор для среднячков Sony IMX766-7P на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией и покрытием ALD. Сверхширик на 13 мегапикселей и телефотосенсор на 8 мегапикселей с двухкратным оптическим зумом. Да, по сенсорам все не очень радужно и реализовано, ну, как вы понимаете, на максимуме, но максимум здесь много не вытянешь. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 4К 60 FPS. Запас 8К, разумеется, тоже присутствует. Цифровая и оптическая стабилизация на борту, как и лазерная автофокусировка. Сравните выход этого обзора, что я говорю, резюмирую, с выходом обзора на Vivo. Разумеется, всегда конец обзора я снимаю на сам смартфон. И вы поймете, о чем я говорю, потому что у Vivo был просто лютейший расфокус. И я все делаю одним кадром, то есть записал, резюмирую и дальше вставляю в обзор. Вот у Vivo все было плохо, здесь все было по мне хорошо. Фронтальный сенсор на 20 мегапикселей, максимальное разрешение для съемки видео 1080p 60 fps. Насчет различных режимов, стилей, фильтров, функций, отлейков, вспомогательных функций и тому подобного у Xiaomi Mix 2 Fold все хорошо. Есть все необходимое и даже по мне больше. Если говорить в целом о камерах, то ничего невероятного они не выдают. Я ожидал куда лучше сенсоров и качества картинки, но что есть, то есть. Конечно, качество не мрачное и использовать их, разумеется, можно. Короткие примеры вы сейчас увидите. 4К 60 fps, основная камера, съемка в движении. И можете сравнивать до упора. Недавно на Vivo X Fold Plus делал примерно такие же виды, в тех же условиях. В то же время, кстати, по мне, здесь, конечно, волшебно отрабатывает стаб. Просто волшебно, потому что с чем бы я X Fold Plus не сравнивал, все разрывает его по стабилизации. Опять же, все, что стоит космос. Xiaomi тоже стоит космос, но стаб здесь по мне шикарен. Но с одной руки тоже не особо удобно снимать, по ощущению, что постоянно выпадет. 4К 60 fps, основная камера, Mix Fold 2. Иду вдоль дороги, съемка с одной руки, и по мне стаб работает шикарно просто, потому что, разумеется, иду я не идеально гладко, не по идеально гладкой поверхности, плюс закат, соответственно, в камеру никакие лучи не бьют. Здесь у нас нет практически вообще ничего, что можно называть зайчиками. И в целом, на контрасте после вивовского фолда плюс телефон даже кажется легким. Смешно, правда? И это с чехлом. Вот так. Ультраширик может снимать только в 4К 30 FPS, в отличие, опять же, от фолда плюс. Там был 4К 60 FPS, и я здесь не вижу, в отличие от фолда, автофокуса. Может, он и есть, ультраширика, но мне кажется, его нет. 4К 30 FPS, съемка с одной руки, ну, неплохо. Xiaomi движение фронталка 1080p 60 fps. Каждый ролик, не устаю напоминать, уже несколько месяцев, так делать нельзя. Себя снимать нельзя, без шлема катать нельзя. Но по-другому идеально не протестируешь фронталку. Роллинг шаттера вроде бы нет. Будем тестировать дальше. 1080p 60 fps, фронталка. И сейчас я выйду, как говорится, на свет. Вы увидите, как отражается в моих очках солнце.
хочется на фронталке всегда 4К. Здесь фронталка хорошо находится только во внешнем экране, во внутреннем, как у Vivo, ее нет. И Rolling Shutter, разумеется, нет. Мне правильно напомнили, что Саня, ты перестал тестировать на Rolling Shutter. Все, продолжил. Спасибо за напоминание. Если на вытянутой руке вот так, никаких X08 здесь нету фронталки, но она по мне не нужна. То есть вы совершенно свободно себя любимого или нелюбимого сможете снимать. Вот сейчас я снимаю. Солнце бьет прямо в сенсор. Прямо в сенсор. Там безумно громко, если вы слышите, значит слышите пример фронталки MX Fold 2. Стандартная проверка Rolling Shutter. Вроде бы все хорошо. Во всяком случае, я вижу, что хорошо. Ну и, разумеется, фронталочка 1080p 60 fps довольно качественная, хотя разрешение не запредельное. С другой стороны, кто пользуется фронталкой в 4К 60 fps, напишите. Разумеется, немного фронталки, буквально секунд 7, чтобы не разбиться. Ну и куда нам без ужасной фронталки в лифте, разумеется, как же мы можем ее не протестить? Напоминаю, что 3D Mark это дело у меня тоже отказалось без морозилки проходить. Половину тестов в морозилке, половину нет. И многое здесь я нашел хорошего, в том числе в программном смысле. То есть здесь много чего доработано с одной стороны, с другой стороны. Недостатков тоже хватает. Но чехол это, конечно, вещь. Очень продуманная штука. В комплекте при том. 4К 60 FPS, и что мне нравится в Xiaomi, даже используя очки солнечные, они могут разблокировать экран свободно. Может, это и плохо, но по фотографии не разблокируется. Вот оно. 4К 60 FPS. Вечерняя съемка. Туда смотреть практически невозможно. Основная камера автофокус. 4К 60 FPS нет, но после вот этого вот скажите, что мы не везде. 3 языка маленьким шрифтом, один большой, и английского нет. Не мог я не снять. Родные края. Вот он, фестиваль и калейдоскоп еды в природе. Вот эти штуки очень невкусные. Очень. Вот так все будет выглядеть при закате. И я бы сказал, что это довольно неплохо. Осьминожки. Их можно есть. Еще много всего. Сок, наггетсы, орешки. И по мне камера справляется без пересветов, без зайчиков, вот от этих ужасных лампочек. И апогей, самый сложный момент, я бы сказал, максимально сложный выход на пляж. Съемка против солнца, как говорится, финал. Вот сейчас я основную использую как фронталку, за счет чего? Правильно, за счет того, что здесь есть доп-экран. Магия? Не думаю. Вот это вот безумно громко. Как говорится, пробка и все, что с ней связано. 4К 60 FPS, Mi Mix 2, и за что я люблю Xiaomi, быстро разблокировался, быстро зашел в программку видео, и все, 3 этажа понадобилось. Большой смарт, мне нравится, шумов много, в лифте много съемок, можете сравнить. Люблю это наипротивнейшее место для съемки, 4К 60 FPS, съемка с одной руки, смарт довольно большой. Мы видим баланс белого, как прыгает, просто с сумасшедшей скоростью. Много солнца, много теней, много пересветов. Xiaomi по мне всегда хорошо снимает, даже в смартах за 20 тысяч рублей. Не говоря уже о таких премиум продуктах. Туда смотреть невозможно, там солнце, но камера что-то доловит. И по автофокусу смотрим, пытаемся снимать одно устройство. Пока справляется, кстати, смотрите-ка.
чуть-чуть вроде бы потерял, но опять нашел потом. Хорошо. Вам как автофокус? 4К 60 FPS, ночная съемка. Mi Mix Fold. И да, со светом работает он нехорошо. Это вам не яблоко и не вива. Хотя, смотря как смотреть, если остановиться и смотреть, может быть и неплохо. 4К 60 FPS, вот когда без сравнений с айфоном, выглядит все правда волшебно. Исходники в моей телеге будут, и я вам скажу, что да, выглядит хорошо. Главное, чтобы с яблоком не сравнивать ничего и никого. Xiaomi хорошо снимает, очень хорошо. И ночью тоже. Сами видите как. Основная камера, и да, я ее протер, 4К 60 FPS. Вот как снимает, так снимает. Ночь, спасательная вышка. Я не знаю, откуда столько света, но вот столько света здесь. Это раз, два. Расфокус, разумеется. Автофокус быстрый, даже ночью. Ну вот так. Хорошо снимает. 4К 60 FPS, дерево, съемка против солнца, вечер, рассеянный противный свет и рядом трасса. Сенсор не супер топовый, но по мне он довольно неплохо справляется. Как по вам? 4К 60 FPS, огромнейший магазин бытовых товаров со вторым этажом. Минусы: нет беспроводной зарядки, нет возможности расширить память, вставив microSD, нет возможности завести eSIM, нет защиты от воды и пыли, но насчет eSIM напоминаю, что это все из-за китайских версий. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, скидок и мой личный телеграм-канал. И всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, знайте, огромное вам спасибо, вы помогаете проекту. За просмотр тоже вам огромное спасибо. Резюмирую, как всегда, на основную камеру основного смартфона, который мы обозревали, это Mix 2 Fold от Xiaomi, напоминаю. Его родные микрофоны работают, освещение прелесть. Если говорить о звуке, то здесь он не должен быть хорошим. Как я хочу и могу подытожить. Любой Fold или Flip, который вы планируете приобретать, обязательно необходимо потрогать в магазине, либо хотя бы его аналог. Никто звезд с неба пока не хватает. Это хорошо или плохо? Нет идеальных устройств. Вот, пожалуйста, вам Vivo. У него все лучше намного с оптимизацией. У него приятнее экран, но он толще. У него проблема с заведением сканера отпечатков пальцев. У него фактически могут быть проблемы, если это будет китайская версия в перспективе, как и у Realme, как и у OnePlus с китайскими версиями по ограничению вызовов и еще неизвестно чему. Но снимает он лучше. Если говорить о флипах, которые не сравниваются с фолдами, еще раз повторяю, что все это очень дорогие устройства. Вот у этого дела, по мне, намного больше перспектив и намного мне он ближе и понятней в плане функционала. Потому что девушки могут использовать основную камеру в 4К 60 FPS, используя вот этот экранчик. Если говорить о фолдах, как правильно говорят, это альтернатива планшету. Но у них автономность не планшетная, у них вот эта вот штучка, которая великим и ужасным образом появляется, когда ты раскладываешь смартфон, никуда не денется. И мощность, и стабильность, и еще много чего, в плане чего они проигрывают планшету. Но это с одной стороны. С другой стороны, смарты сами по себе все хороши, я однозначно могу их советовать тем, кто понимает, что им надо и зачем. И если говорить о братьях по цеху, никакие другие фолды или флипы я не брал, кроме Oppo Find N2, и обзор на него тоже будет на канале. Но это тоже очень узкое устройство, потому что он еще и маленький. И с одной стороны вроде это круто, а с другой стороны у вас появляется аналог флипа, только чуть больше. И какой это тогда фолд? Но это лирика. Девайсу от меня да. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал, чтобы обсуждать подобного типа устройства и не только. Не забудьте написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Добра и удачи вам, дорогие друзья.